поговорить о банальных и простых вещах. Возможно, кому-то они покажутся простыми для автоэлектрика, а возможно и нет. Мы поговорим о CAN-бусе. Что такое CAN-бус и почему CAN-бус нужен он или не нужен. Есть он всегда или его нет. Итак, первое, на что хочется сказать, CAN-бус для подключения автомагнитолы нужен всегда. А вот тут уже возникает вопрос, какой CAN-бус и есть ли он вообще. Большинство современных магнитол имеют встроенный CAN-бус. Встроенный CAN-бус позволяет подключать определенные стандартные автомобили. Таких автомобилей большинство. Но есть автомобили с расширенным уровнем конфигурации. То есть автомобили с открывающимися крышами, с установленными уже экранами, какими-то дополнительными функциями, например, в том числе и звуковыми. Хотя для звука, такие как Bose или что-то подобное, Mitsubishi, нужны еще другие устройства, и это не CAN-бус. Так, давайте посмотрим, что собой чаще всего представляет CAN-бус. CAN-бус это вот такая вот коробочка. Она подключается на вот такой порт. Иногда CAN-бус имеет с двух сторон подключение и подключается с обеих сторон. Через него пропускаются определенные провода. Задача CAN-буса связать ваше новое устройство с компьютером вашего автомобиля. То есть подобрать определенную конфигурацию проводов, подключить определенные функции. Рассмотрим на примере. Вот это все три примера подключения одного автомобиля. Это Peugeot 307 из серии с 2002 года по 2015 год. Все эти три кабеля подходят под этот автомобиль. Но в зависимости от конфигурации автомобиля абсолютно разное подключение. Ну начнем. Вот это стандартный. Его называют в народе евроразъем. Здесь всего два подключения. Peugeot подключается просто на него. Все, больше ничего не надо. Этот автомобиль простой. Это простейшее подключение, базовый. Вот эта версия, в котором идет широкий разъем подключения. Как видите, данная версия имеет уже несколько дополнительных опций. Во-первых, есть выход на камеру заднего вида, которая там установлена в этой уже машине. Есть переходник вот на такой вот CAN-бус. Берется CAN-бус, и он сюда вот подключается для автомобиля. Кстати, CAN-бусы чаще всего, они универсальные. Они подходят исключительно под определенные машины. То есть они универсальные для одного типа автомобиля, то есть для Peugeot. Универсальный CAN-бус для Шкоды, универсальный CAN-бус, например, для Mitsubishi и так далее. Здесь есть обязательно вот такой пин, 8-пиновый штекер, который предназначен для управления. Что он даст? Он позволит вам отображать, например, отображение климатических настроек на магнитолу. Его нужно обязательно подключить. Вот в принципе идет отличие. В этой версии тоже Peugeot некоторые, как видите, тоже есть такой вот разъемчик, подключение под коншину. И это дополнительное подключение под камеру, которая там установлена. Что мы должны знать? Просто подключить данный прибор будет недостаточно. Нужно еще зайти в раздел настроек инженерных, в CAN-type. И в CAN-type выбрать необходимый вам тип шины, который подключается. К сожалению, точно определить сразу, какой это будет тип шины, невозможно. Вам нужно будет перебрать все возможные варианты, начиная с универсального и потом по маркам, подбирая максимально подходящий под ваш автомобиль. Кстати, иногда, например, на автомобиле Шкода подходит CAN-type от Volkswagen. Кто знает, что Шкода это тоже Volkswagen, те понимают почему. А почему не подходит Шкода стандартная? Ну, потому что автомобили эти производятся в разных странах. Может быть разное оборудование. Вот такие вот нюансы. Вот что такое коншина и такой прибор. Вот внешняя коншина нужна только автомобилям с расширенной конфигурацией. А встроенная коншина, которая есть в самом приборе, нужна для базовых моделей. Поэтому говорить о том, что нужна коншина либо не нужна, нельзя. Коншина нужна всегда. А вот какая, это уже другой вопрос.